Густые, влажные сумерки медленно опускались на край старого лесного массива, где вековые дубы и высокие сосны встречались с широким открытым полем. На самой высокой ветке старого вяза замерзла темная, величественная фигура. Это был филин, властелин ночных небес, чье размашистое оперение вбирало в себя все оттенки сухой древесной коры, опавших листьев и глубоких ночных теней. Его огромные гипнотические ярко-желтые глаза с сине-черными зрачками медленно сканировали окрестности. Для филина это поле всегда было богатым охотничьим угодьем. Летом здесь шумела высокая трава, в которой прятались полевые мыши и мелкие грызуны. Но в последние недели на краю поля появились люди. Они привезли строительные бытовки, разметили территории и установили металлические конструкции спортивной площадки. В тот вечер на окраине луга стояли футбольные ворота с натянутой прочной ячеистой сеткой из оранжево-коричневого нейлона. В темноте тонкие нити были абсолютно невидимы для птицы. Заметив легкое движение в траве у самого основания ворот, филин бесшумно расправил мощные крылья и сорвался с ветки. Ему не потребовалось сделать ни единого всплеска звука. Особая структура перьев делала его полет абсолютно беззвучным. Птица камнем устремилась вниз, выставив вперед острые, как бритва, когти. Однако вместо мягкого дерна и добычи филин на полной скорости врезался в упругое прочное препятствие. Нейлоновые нити футбольной сетки мгновенно захлестнули его. Напуганный и дезориентированный, филин начал яростно биться, пытаясь вырваться на свободу. Но каждое движение, каждый судорожный взмах крыла лишь глубже затягивал смертельную ловушку. Тонкие жгуты обвелись вокруг его мощных крыльев, переплелись с маховыми перьями, затянулись вокруг шеи и лап. Через полчаса безуспешной борьбы обессиленная птица оказалась абсолютно иммобилизована. Она повисла у самой земли, прижатая к траве тяжелым коконом из прочной сетки, без малейшего шанса освободиться самостоятельно. Ночь прошла в мучительном оцепенении. Филин затих, экономя последние силы, а его огромные желтые глаза, полные тревоги, безостановочно всматривались в темноту. Утро началось с прохладного тумана и привычного шума строительной техники. На площадку возле поля прибыла бригада рабочих. На них были защитные каски, яркие сигнальные жилеты и прочные рабочие перчатки. Утренний обход территории был рутиной. Проверить оборудование, осмотреть ограждение, подготовить инструменты к началу смены. Один из рабочих, Уильям, проходя вдоль края луга, заметил у футбольных ворот странный темный ком. «Эй, глянь-ка сюда!» — позвал он своего напарника, щурясь от утреннего солнца. «Я сперва подумал, что это просто старое полено или потерянный строительный мусор. А потом показалось, дикая индейка в траве сидит». Рабочие подошли ближе и замерли от изумления. На траве, запутанной в оранжевой сетке по самые уши, сидел роскошный крупный филин. Услышав шаги человека, птица повернула голову. Ее голова могла разворачиваться почти на 180 градусов и уставилась на людей огромными, пронзительными желтыми глазами. «Ого, вот это красавец!» — тихо произнес один из мужчин. «Он же намертво запутался, сам ни за что не выберется». Ситуация была критической. Сетка сдавливала перья и шею птицы, и любое неосторожное движение могло переломать хрупкие крыльевые кости или повредить сосуды. Кроме того, дикая хищная птица, обладающая невероятной силой сжатия лап и острым клювом, в состоянии испуга могла нанести серьезные травмы своим спасателям. Но оставлять ее в беде было невозможно. Мужчины действующего состава, не колеблясь, начали спасательную операцию. Уильям надел плотные защитные перчатки и аккуратно опустился на колени прямо в росистую траву рядом с пленником. «Тихо, тихо, парень, не бойся, мы поможем»,
— заговорил он с птицей мягким, успокаивающим голосом. Второй рабочий достал острый строительный нож и зашел со спины, чтобы аккуратно разрезать натянутые нити. Каждое движение требовало аптекарской точности. Натянутый нейлон находился в непосредственной близости от кожи и сухожилий филина. Уильям осторожно, но уверенно обхватил туловище филина своими руками. Надевленные перья слегка зашуршали. Филин сначала попытался дернуться, но, почувствовав надежный и бережный захват, неожиданно затих. Напряжение в его теле спало. Он лишь замер, не сводя своего гипнотического взгляда с лица человека. «Какое чудо! Вы только посмотрите на эти глаза!» — шептал Уильям, пока его напарник миллиметр за миллиметром надрезал прочные узлы. Первый этап операции позволил отделить общую массу футбольной сетки от земли. Однако, когда рабочие подняли филина на руки, стало ясно, что до полного освобождения еще далеко. Самые коварные путы обмотались вокруг шеи и оснований крыльев. Птица все еще оставалась в сетчатом панцире, который не позволял ей расправить крылья. Находясь на весу, филин стал проявлять признаки беспокойства. Яркий дневной свет и открытое пространство пугали ночного охотника. Мужчины понимали, если птица начнет паниковать и биться в руках, она может причинить вред себе или людям. Тогда опытные строители применили проверенный прием, которым часто пользуются орнитологи и спасатели диких животных. Один из рабочих снял с себя ярко-оранжевый сигнальный жилет. «Давай накроем ему голову, чтобы он успокоился и не стрессовал от света», — предложил он. Осторожно, чтобы не повредить перьевой покров, они набросили мягкую ткань жилета на голову филина. Оказавшись в темноте, птица мгновенно успокоилась. Врожденный инстинкт подсказал ей, если вокруг темно, значит наступила ночь, время безопасности и покоя. Филин словно доверил свою жизнь этим странным, пахнущим стройкой двуногим созданиям. Пока один человек надежно держал прикрытую птицу на руках, еще двое рабочих подошли ближе и начали кропотливо распутывать и подрезать мелкие нити, въевшиеся в перья. «Вот этот узел прямо вокруг шеи затянулся», — тихо комментировал рабочий, аккуратно поддевая лезвием ножа оранжевый шнур. «Подлезть трудно. Главное не задеть кожицу». Пальцы в толстых перчатках с удивительной нежностью расправляли каждое перо, извлекая обрезки нейлона. Птица сидела абсолютно неподвижно, лишь мерно дыша под оранжевой тканью. Это был поразительный момент полного доверия между дикой природой и человеком. Прошло еще несколько напряженных минут. Легкий щелчок лезвия, и последний фрагмент сетки упал в траву. «Все, последняя нить срезана. Он свободен!» — радостно воскликнул один из спасателей. Мужчины осторожно сняли оранжевый жилет с головы филина. Свет снова залил глаза птицы, но теперь в них не было прежнего страха. Уильям все так же бережно поддерживал филина под крылья и лапы. Филин сделал глубокий вдох, слегка повел плечами, проверяя, действительно ли тяжелые путы исчезли. Он расправил свои огромные, широкие крылья. Размах оперения был впечатляющим. Настоящие могучие крылья лесного хищника. Птица посмотрела на людей, спасших ей жизнь, словно выражая молчаливую благодарность. «Ну давай, дружище, пора домой. Показывай, на что способен», — с улыбкой сказал Уильям и легким плавным движением подбросил филина вверх. Филин мощно толкнулся воздухом. Его крылья с силой описали дугу, подхватывая массивное тело. Без единого лишнего звука, набрав высоту за доли секунды, он устремился через все поле в сторону спасительного леса. Мужчины в касках и жилетах стояли на зеленой траве, затаив дыхание и смотря вслед улетающей птицы. Филин красиво пролетел над ограждением площадки, легко миновал линию деревьев
и растаял в густой зелени кроны вековых сосен. Спасательная миссия была завершена, а на строительной площадке еще долго витало чувство непередаваемой радости и единства с живой природой.